каком городе Флорида лучше купить недвижимость. Наши клиенты – это люди, которые либо переезжают из других штатов, либо покупают недвижимость удаленно. Сегодня у меня в гостях мой моргидж-брокер Юлия Жулева, и мы сегодня с ней собрали список вопросов, которые вы нам чаще всего задаете перед покупкой недвижимости. Представь, я переезжаю со своей семьей, а у меня несколько деток, и я хочу жить в большом доме. Если у тебя дети школьного возраста и ты хочешь жить поблизости к Майами, я порекомендую тебе Купер-Сити. Но этот город с отличными школами находится максимально близко к Майами, большинство населения там испаноязычного. Если же ты don't mind, что будешь немножечко дальше, в часе езды от Майами, но население будет больше англоязычное и даже русскоязычное, то это, конечно же, Бока-Ратон. Если ты хочешь большой дом и немножко больше участок земли, но все еще классные школы, то я порекомендую тебе рассмотреть Веллингтон. Если я хочу жить у моря, какой город ты мне порекомендуешь? Всю Флориду. Если ты хочешь квартиру у моря, то популярно, конечно же, это Sunny Isles. Если ты хочешь иметь квартиру у моря, но быть в более американской локации, то это начиная от Форт Лодердейла. Если я хочу везде ходить пешком и также быть у океана, у моря. Если ты хочешь ходить пешком, то идеально подойдет Авентура. Если мы берем локацию Саус-Бич, то вы тоже будете у моря, но это место больше облюбовали турист. А если я хочу купить дом и сдавать его на Airbnb или на краткосрочную аренду? Тогда я порекомендую тебе район Вилтон Мэннерс. Это город, который является просто культовым для ЛГБТ-комьюнити, поэтому сдача в аренду краткосрочную недвижимость здесь популярна буквально круглый год. Она совершенно не зависит от сезонов. Они приезжают целыми круизами, они мечтают побывать в этом городе, сходить на тусовку, поэтому этот район принесет тебе максимальную прибыль при сдаче в краткосрочную аренду твоей недвижимости. А скажи, пожалуйста, а если я хочу быть на океане, приезжать и отдыхать, и также, когда я не здесь, я хочу сдавать на краткосрочную аренду, что бы ты порекомендовала? Тогда я порекомендую тебе купить квартиру в кондо-отеле. Как вы знаете, во Флориде отели очень сильно лоббируют законодательство, которое запрещает сдавать краткосрочную аренду квартиры в обычных комплексах. Поэтому есть выход, необходимо приобрести квартиру в кондо-отеле, то есть по сути это та же квартира, там будет немножечко повышенный мейнтенанс, ежемесячные фи. И такие кондо-отели находятся в большом количестве в Майами, например, в том же модном Брикеле. Также сейчас Помпано-Бич строит большой отель W2, такой кондо-отель, и также достаточно много новостроек, которые имеют уже статус кондо-отеля, они расположены буквально по всей Флориде, они есть в Майами, они есть в Форт Лодердейле, в Помпано-Бич. Я мечтаю о доме с большим участком, и чтобы была тишина, очень далеко от большого трафика, в общем, я хочу прям релакс. Тогда тебе Веллингтон. Веллингтон – это город на севере юго-восточной Флориды, буквально 25-30 минут от Палм-Бича по соседству с нашим президентом. И там находятся прекрасные, одни из лучших во Флориде школы и большие комьюнити с клабхаусами, с теннисными кортами. Там очень популярен конный спорт, туда специально приезжают на конные турниры. И поэтому недвижимость там также пользуется спросом, но стоит дешевле, чем в том же Бока-Ратоне, и при этом участки земли, которые относятся к отдельно стоящим домам, будут немножечко большей площади. И в то же время там и спокойно, но есть и куда пойти. Например, жители Веллингтона, они на выходные ездят провести время в Вест-Палм-Бич, это буквально 25 минут, и туда же они будут ездить на пляж. А если я хочу купить себе лодку, и хочу иметь дом на канале, и чтобы у меня был выход в океан? Один из излюбленных городов – это Форт Лодердейл, флоридская Венеция. Я о нем снимала очень много видео у себя отдельно на канале, можете посмотреть, кто еще не видел. То есть Форт Лодердейл – это дома, которые на канале, там примерно будет цена от 3 миллионов и до 35.
Ну и, конечно же, есть более дешевый рядом Pompano Beach, который тоже имеет каналы. И самое главное при покупке дома смотреть, чтобы были открываемые полностью мосты, потому что это очень важно. Дом может находиться на канале, но там будут fixed bridges, то есть, которые не открываются, поэтому пройти можно будет не на твоей яхте, а на моторной лодке с веслами. Вот. То есть Pompano Beach будет немножко меньше бюджет. Дальше, естественно, наши молодожены Indian Creek, да, приобрели дом себе, это Безос и его супруга, поэтому там тоже можно себе купить дом на канале, просто ценник будет на порядок выше, чем в этих локациях, что я уже назвала. Но вы будете жить next to, как правильно сказать, этого нашего богатого мужчину? Владельца Амазона. Владельца Амазона. Я вот, например, мечтаю жить рядом с президентом. Ну тогда тебе в Палм-Бич. А расскажи про Палм-Бич, что там? Палм-Бич – это маленькая Европа, кусочек Европы в Америке, во Флориде. Там находится знаменитая Ворс-авеню, на которой очень красивые галереи искусств, рестораны, красивые бутики, очень красиво, нарядно одеты люди. Конечно, население раньше в Палм-Биче было более старшего возраста, но после ковида, когда много людей к нам переехало во Флориду из разных штатов, население там заметно омолодилось, то есть там есть довольно-таки молодые люди, там есть офисы компаний. Вот, конечно, это совсем другой вайб, чем Майами, это такая Америка-Америка, вы там реже вы услышите испанскую речь. И, конечно же, публика, которая отдыхает на Саус-Бич в Майами, очень сильно отличается. Кто в детстве ездил на море, не знаю, для сравнения, там у нас есть, было Черное море, да, там Крым, а было такое Кирилловка, это такое село на берегу Азовского моря. Вот как бы Саус-Бич это такая Кирилловка, а Палм-Бич это Черное море. Это Ялта и Кирилловка. Очень хорошо, это тоже интересно, чтобы понимали наши зрители. А вот смотри, допустим, моей дочери 20 лет. Ей, конечно, не 20, но допустим. Вот где бы ты посоветовала ей купить свою квартиру, где было бы модно, современно, у нее, например, нет машины, где она могла бы спокойно ходить? Какой район это? Работать надо, Юля, чтобы у дочери в 20 лет была машина. Идеально классное место для молодых людей. Раньше считалось Брикель в Майами, но в последнее время Эджвотер просто стал великолепен. Это район, в котором живет практически вся молодежь, которая переехала из Калифорнии, из Нью-Йорка, из Европы. То есть это очень молодежный, красивый район, который находится буквально в пешей доступности. Он граничит с Design District. То есть там очень много классных фэнси кафешек, очень много современных кондоминиумов. И, конечно, я бы уже даже подумала между Брикелем и Эджвотер. То есть я думаю, что они даже практически в цене очень скоро сравняются. И это очень два классных района, в которых можно молодой девушке жить, работать, ходить пешком, вот, и быть в классном наслаждаться месте, жизнью, наслаждаться правда? жизнью. Да. Вообще, ребята, Флорида – это позитив, это красивый океан, это солнце, это Которого счастье. мы не видели, белая Юля. Это реально моя любовь навеки, это мой дом. Спасибо, что ты нам рассказала нашим зрителям. Ребят, переезжайте во Флориду, вам никогда здесь не будет... Крокодилы сильно не кусаются. Да, это точно, и вам никогда здесь не будет грустно. Здесь реально такой позитив, только особенно всего... на Саус-Бич, где травкой пахнет, и там этот позитив продают из каждой машины. Этого не будем вписывать. Правда же надо говорить. Правда говорить. За консультациями по приобретению недвижимости обращайтесь ко мне, ваш риэлтор во Флориде Виктория Волынец и лучший моргидж-брокер Флориды Юлия Жгулева. Она знает абсолютно все программы штата. И самое правильное до покупки, до обращения ко мне как к риэлтору, обратиться к ней, чтобы получить свое pre-approval letter. Это письмо, в котором Юлия вам скажет бюджет, на который вы можете рассчитывать при покупке недвижимости.